Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим более детально о шифоновом бисквите. И у тех, кто с ним не дружил до сегодняшнего дня, наконец-таки начнет все получаться. Итак, начинаем. Начнем с перечисления продуктов. Мне понадобятся яйца, белки и желтки. Здесь у меня получается 6 белков и 3 желтка. То есть количество 1 к 2. Дальше соль, сахар, также 2 порции, одна в белки, другая в желтки. Мука. Сюда же я добавила уже разрыхлитель. И так как плотность муки бывает разная, то муки может потребоваться немного побольше, то есть 5-10 граммов примерно. Далее идет растительное масло без запаха. Я беру растительное масло с добавлением оливкового, я просто к нему уже привыкла. И обычное молоко комнатной температуры. Соль добавляем в белки. Это мы делаем для того, чтобы стабилизировать белки, и при перемешивании потом белков с желтковой массой у нас удерживался кислород в белках. Белки начинаем взбивать с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличиваем, и также постепенно мы будем добавлять сахар. Затем уже скорость, когда максимальная, мы взбиваем белки до плотного состояния. Плотное состояние – это когда вы переворачиваете чашу, и у вас белки не трогаются с места. Очень важно также не перебить массу, иначе у вас белки пойдут хлопьями, и тоже это будет не очень хорошо для теста. Все, есть плотное состояние. Еще забыла сказать, что сахар мы начинаем вводить только когда у вас белковая масса станет как мыльная водичка с большим количеством пузырьков. Отставляем их пока в сторону и займемся желтками. Обычно я два этих процесса делаю одновременно, то есть пока у меня взбиваются белки, я занимаюсь желтками. Желтки обязательно, если они у вас будут стоять где-то в ожидании, обязательно прикрывайте пищевой пленкой, так как они могут покрыться своей пленочкой, и потом очень трудно будет избавиться от желтковых таких вкраплений. Засыпаем сразу вторую порцию сахара и начинаем взбивать. Можно это сделать с помощью венчика, но я буду делать это с помощью миксера ручного. Просто взбиваем до посветления. И еще упустила момент, сюда же вот в эту порцию сахара я добавила ванильный сахар. Этого можно и не делать, то есть по желанию. Теперь в желтки мы добавляем молоко с растительным маслом. Опять все перемешиваем. И муку с разрыхлителем. Перемешиваем, чтобы не было комков. Все, последний этап приготовления теста – это у нас смешивание белковой и желтковой массы. Несколько этапов, 2-3 приема можно это сделать. Движениями снизу вверх мы смешиваем обе массы. Стараемся вымесить тесто хорошо, чтобы не было белковых вот этих вот вкраплений в тесте, иначе после выпечки они у вас так и останутся белыми пятнами в разрезе. На вкус это никак не влияет, просто некрасиво смотрится в разрезе, если белые пятна там, особенно если они крупные. И обычно сам этап приготовления шифонового теста для бисквита не вызывает никаких трудностей, все у всех проходит гладко. Сама проблема начинается, когда вы выпекаете бисквит. У большинства он отлично поднимается в духовке, все хорошо, он вас радует, но как только вы выключаете духовку, он сразу же опадает в 2 раза. И получается такая у вас яма у бисквита. И сейчас мы закончим уже с тестом, и я вам наглядно покажу, как можно решить эту проблему. Я надеюсь, это решит проблему с шифоновым бисквитом, и он у вас также будет получаться, так как он вообще универсальный, его можно использовать в приготовлении как основу для приготовления муссовых тортов, пирожных. Различные начинки можно с ним делать, самостоятельно придумывать. Сочетается он со всеми кремами. Тесто должно остаться вот таким вот пышным, воздушным. И опять же про макаронаж, то есть оно также стекает с лопатки лентой непрерывной. Все, переносим в формы. Я выпекаю обычно сразу в 2 формах. Формы я буду использовать 20-сантиметровые. Дно формы, как всегда, я застилаю пергаментной бумагой и равными порциями распределяю тесто по формам. У меня получилось по 420 граммов в каждую форму. Если у вас одна форма, то можно оставить тесто. К примеру, вы сделали двойную порцию на 2 формы. Одну форму мы отправляем в духовку, а тесто, которое у вас осталось на другой корж, вы оставляете. В принципе, с ним ничего не случается. Наоборот, говорят, второй корж получается более воздушный. Это как мне писали девочки про шифоновый бисквит. Сама я так не пробовала, я сразу выпекаю в 2. Также спрашивали, нужно ли фольгой закрывать шифоновый бисквит. Нет, не нужно. Фольгу я им применяю только для кексовых бисквитов, то есть или кексовый ванильный, или кексовый шоколадный бисквит.
Здесь же мы ничем не прикрываем, сразу ставим в духовку. И теперь несколько советов, которые, я надеюсь, помогут вам в случае, если бисквит отлично поднимается, но как только духовка выключается, сдувается. Духовки у нас у всех разные, и 50% успеха в выпечке – это подружиться с собственной духовкой. Я выпекаю на втором уровне, низ-вверх, без конвекции, 35 минут, ничего не понижая. Но не у всех так получается. Ставим 175 градусов в духовке, время выпечки 35-37 минут. Так как у нас в бисквите больше белков, чем желтков, из-за этого он и такой воздушный. Тесто отлично поднимается, но наша задача удержать его в таком положении, поэтому через 20 минут выпечки уменьшаем температуру на 165 градусов. Еще через 10 минут на 150, тем самым мы готовим бисквит к резкому перепаду температуры. 35-37 минут прошло, выключаем. Приоткрываем дверцу немного, тем самым продолжаем понижать температуру бисквита. И через 10 минут достаем форму, переворачиваем на решетку. Долго в форме держать его не надо, чтобы он не прел. Теперь даем полностью остыть, заворачиваем в пленку и отправляем на ночь в холодильник. Затем разрезаем пополам, получается у нас 4 коржа, и собираем торт. Когда я его поднимаю, он скрипит, как по снегу ходишь. Звук такой же. Очень нежный, очень ароматный, универсальный. Запах, когда его разрезаешь, просто потрясающий. И я его делаю чаще, чем другие виды бисквитов. Что касается выпечки этого бисквита в газовой духовке, не могу ничего сказать, так как у меня электрический духовой шкаф. Девочки, которые пользуются газовой духовкой, пожалуйста, пишите в комментариях, свои секретики раскройте. Возможно, кому-то это пригодится. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.